Украина передала США правки к мирному плану. Трамп опять заявил, что хочет проведения выборов в Украине и скорейшего подписания мирной сделки. США захватили венесуэльский танкер, цены на нефть уже отреагировали на спецоперацию. В оплоте трампизма Майами впервые за 30 лет выбрали мэром демократку. Вручение Нобелевских премий, королевские церемонии, отсутствие главной героини и факельное шествие. В Бразилии охрана вынесла из парламента депутата, обвиненного в коррупции. А в Болгарии массовые протесты из-за коррупции и недостатка финансов. Здравствуйте! Здесь мы рассказываем только главное. Смотрите, чтобы быть в курсе событий, которые меняют мир. Обязательно подпишитесь. С вами «Один день» и я, Андрей Данилевич. Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о ходе мирного процесса по Украине и еще раз повторил тезис о необходимости проведения выборов. Вы сегодня общались с некоторыми европейскими лидерами? Да, общался. Можете рассказать об этом? И есть ли пересмотренный план мира для Украины? Да, лидеры Франции, Германии и Великобритании. Все очень хорошие лидеры. Очень хорошие мои друзья. Мы обсудили Украину довольно жестко. И посмотрим, что получится. Мы ждем ответов, прежде чем двигаться дальше. Знаете, мы не тратим деньги в Украине. Мы фактически продаем ракеты и все остальное НАТО. НАТО платит нам, а затем распределяет, я думаю, в основном в Украину. Но мы не тратим деньги. Зато мы тратим много времени и усилий. Вы сказали довольно жестко, и можете пояснить? Ну, я думаю, у нас были некоторые небольшие разногласия по поводу людей. И мы посмотрим, как это выйдет. Мы сказали, что перед тем, как идти навстречу, хотим знать кое-что. Они хотели бы, чтобы мы встретились на выходных в Европе. Мы примем решение в зависимости от того, что они предложат. Мы не хотим терять время. Иногда нужно дать людям разобраться самим, а иногда нет. Но проблема в том, что если дать людям разобраться самим, вы теряете тысячи людей каждую неделю. Это нелепо. Все это нелепо. Когда вы говорите, что европейские лидеры хотят встретиться на выходных, вы имеете в виду с Зеленским или с ними? С Зеленским и с нами. А вчера в интервью вы сказали, что считаете, что Зеленскому пора начинать принимать решения. О каких решениях идет речь? Я думаю, ему нужно быть реалистом. И я задаюсь вопросом, сколько времени пройдет до выборов. Да, это демократия. Прошло много времени. Они давно не проводили выборы. Теряются многие люди. Возможно, люди, если посмотреть на опросы, я скажу, 82%. Был опрос, который показал, что 82% людей требуют достижения соглашения. Украинский народ хочет видеть соглашение. И я понимаю, что они теряют тысячи людей каждую неделю и хотят, чтобы все закончилось. И я спрашиваю, когда у них будут выборы в Украине? Это не обвинение никому, но там огромная коррупция. И люди спрашивают, когда будут выборы? Будут ли они вообще? Или все продолжится так, как есть? Я думаю, пора завершить эту войну. И я считаю, что войну можно завершить, но для этого нужны обе стороны. Журналист Axios Барак Равит со ссылкой на официальные украинские и американские источники сообщил, что Украина передала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США. Он содержит комментарии и предлагаемые поправки, чтобы, цитата, «сделать все это выполнимым». Источники издания отмечают, что ответ Украины содержит новые идеи о том, как решить вопросы территорий и статуса Запорожской АЭС, захваченной Россией. Высокопоставленные военные чиновники из США и Украины, как ожидается, встретятся онлайн 11 декабря, чтобы продолжить обсуждение конкретных деталей мирного плана США. Сегодня я говорил с представителями Верховной Рады Украины. Мы говорили предметно. Я не допущу никакой спекуляции против Украины, если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, что партнеры говорят так много и так конкретно о выборах в Украине. О выборах в условиях правового режима военного положения мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто,
Но давление по этому поводу нам точно не нужно. Я ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Безопасностные вызовы зависят от партнеров, прежде всего от Америки. Политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины, и это будет. Сегодня был доклад руководителя службы внешней разведки Украины, в том числе о экономической ситуации у врага. Все большая зависимость россиян от Китая. В российской истории еще никто не сдавал суверенитет так сильно в пользу Китая или кого-либо еще, более сильной нации. Это феноменально, сколько Путин платит, лишь бы только не завершить эту войну. Но мир все равно имеет достаточную силу, чтобы закончить эту войну, чтобы принудить Россию это сделать. Мир нужен. Сегодня был очень насыщенный день, и следующие дни тоже будут серьезными. Говорили с американской командой по экономическому направлению, по направлению восстановления. Я хочу поблагодарить секретаря Бессента, Джареда Кушнера, Ларри Финка из BlackRock за полную конструктивность. Важный совместный принцип, чтобы восстановление было качественным, а экономический рост после этой войны ощутимым. Должна быть реальная безопасность в основе. Когда есть безопасность, все остальное также есть. 20 пунктов для завершения войны. Это фундаментальный документ. Активно работаем. Ключевые шаги должны быть работоспособными. Из этого документа мы развиваем еще 2 документа. Как минимум 2 документа. И первый из них по безопасности, о гарантиях безопасности для Украины. С Соединенными Штатами Америки, а также экономический, о восстановлении и совместных инвестициях, сегодня мы работали именно над экономическим документом. И вместе со мной, с украинской стороны, были украинские правительственные лица. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, вице-премьер Качка, министры Сыбига и Соболев, первый заместитель Министерства иностранных дел Кислица. Также во всех дискуссиях были представлены наши защитники. Сегодня с нами в экономическом разговоре был генерал Гнатов. Принципы экономического документа полностью понятны. С американской стороной у нас все четко. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер Италии Джорджа Мелони передала ему послание от имени Белого дома, пишет Коррера делла Сера. Его суть – учти, что, возможно, придется пойти на болезненные уступки. По данным источников, 90-минутная встреча прошла непросто. Италия поддерживает торопливость, которую США придают переговорам, а позиции Зеленского, по мнению Рима, ослаблены внутренними коррупционными расследованиями. Мелони пыталась морально убедить Зеленского следовать американской линии, несмотря на то, что сам президент Украины просил смягчить позиции США и активнее помогать с замороженными российскими активами и закупкой американского вооружения. По оценке издания, это первая встреча, на которой стороны открыто выразили разногласия. Мелони балансирует между поддержкой европейских усилий по защите Киева и следованием жесткой линии США. Украинские морские дроны Sea Baby поразили танкер российского теневого флота в Черном море. Представитель СБУ сообщил, что танкер «Дашан» шел под флагом Коморских островов, двигался в направлении Новороссийска с выключенным транспондером и находился в исключительной экономической зоне Украины. Информация о возможных жертвах не поступала. По данным СМИ, несколько мощных взрывов пришлись на корму судна, после чего танкер получил критические повреждения и был выведен из строя. Это уже 3-я атака украинских морских дронов за последние 2 недели по так называемому «теневому флоту России», нерегулируемым судам, которые, по утверждению Киева, помогают Москве обходить санкции, экспортируя нефть и финансируя войну против Украины. После серии атак стоимость военного страхования для судов, направляющихся в Черное море, стремительно растет. Страховщики пересматривают полисы буквально ежедневно. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, что вызвало рост мировых цен на нефть и усилило напряженность между Вашингтоном и Каракасом. Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы. Большой танкер, очень большой, на самом деле самый большой, который когда-либо был захвачен. И происходят другие события, так что вы увидите это позже. И мы будем говорить об этом позже с некоторыми другими людьми. Операция сопровождалась масштабным наращиванием военного присутствия США в регионе. К побережью направлены авианосец, истребители и десятки тысяч солдат. По данным британской группы Vanguard, захваченный танкер, предположительно, назывался «Скипер» и ранее участвовал в торговле иранской нефтью. В США ввели санкции против судна. После новости о захвате нефть подорожала. Брент выросла на 0,4% до $62.21 за баррель. WTI на 0,4%
$2,4% до $58,46. Официального комментария от Венесуэлы пока не поступило. Поддержите «Один день», становитесь его спонсором. Ваша помощь дает нам возможность работать для вас каждый день, оставаясь независимыми. Сенсационные результаты выборов в Майами. Впервые почти за 30 лет мэром города, считавшегося оплотом трампизма, стала представительница Демократической партии США Эйлин Хиггинс. Она уверенно победила республиканца Эмилио Гонсалеса, кандидата которого поддерживал Дональд Трамп. По данным CNN и Associated Press, Хиггинс опередила соперника на 18%. Мы – город иммигрантов. Мы всегда были городом иммигрантов, и жители Майами должны знать, что я не только буду служить им всем в качестве мэра, но и буду говорить с уважением о них, об их семьях, об их вкладе в нашу прекрасную культурную жизнь и, что более важно, об их вкладе в нашу процветающую экономику. Когда я разговариваю с нашими жителями, речь идет не только о разочаровании, но и о страхе. Раньше они никогда не боялись своего правительства, а теперь боятся. И не было ни одного собрания жителей, на котором бы ко мне не подошел кто-нибудь, не обнял, не шепнул на ухо, что моего брата забрали, моего дядю забрали. Иногда они говорят, что это был аллигатор Алькатрас. Иногда они понятия не имеют, где их родственник. И это, во-первых, так бесчеловечно. И мы все с этим согласны, верно? Мы все хотим надежные границы. Мы хотим знать, кто въезжает и выезжает из нашей страны. Так мы будем в безопасности. Мы все хотим законного пути иммиграции, чтобы наша экономика оставалась сильной. Это позволит проверять людей и гарантировать, что они не представляют угрозы безопасности нашей страны. И люди постоянно об этом говорят. Но чего они не хотят, так это правительство, которое, по сути, забирает членов их семей без надлежащей правовой процедуры. И они понятия не имеют, что происходит. Хотя формально выборы мэра Майами беспартийные, в этом году они превратились в национальный тест политических настроений в самом центре флоридского оплота трампистов. Убедительная победа демократки стала тревожным сигналом для республиканцев, особенно на фоне данных соцопросов, что почти 38% латиноамериканцев, голосовавших за Трампа, больше его не поддерживают. Нобелевские лауреаты по физике, химии, медицине, экономике и литературе получили свои премии на королевской церемонии в Стокгольме. Она проходила в традиционно торжественной атмосфере. Мужчины во фраках с белыми галстуками, женщины в вечерних платьях. Премия мира была вручена ранее в Осло. Премию по физике получили ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинес за эксперименты, демонстрирующие квантовую физику в действии и открывающие путь к новым цифровым технологиям. Премию по химии присудили Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Амару Яги за создание новой молекулярной архитектуры, позволяющей разрабатывать материалы для борьбы с климатическими изменениями и нехваткой пресной воды. В области медицины отмечены Мэри Бранкоу, Фред Рамсдел и Симон Сакагути за исследование механизмов, благодаря которым иммунная система не атакует здоровые клетки, работа, открывающая новые подходы к лечению аутоиммунных заболеваний и рака. Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохоркаи за визионерское творчество, которое, несмотря на апокалиптические мотивы, утверждает силу искусства. Премию по экономике получили Джоэл Мокер, Филипп Агийон и Питер Ховит за исследование влияния инноваций и созидательного разрушения на экономический рост. После церемонии лауреаты и гости приняли участие в традиционном торжественном банкете в городской ратуше Стокгольма, где собрались около 1300 гостей, включая королевскую семью Швеции и мировых лидеров. Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо призвала демократии быть готовыми бороться за свободу, чтобы выжить. Свое обращение она передала через дочь Анну Карину Соса Мачадо. Мачадо должна была лично получить награду в Осло, несмотря на 10-летний запрет на выезд из Венесуэлы и более года, проведенного в укрытии. Однако прибытие в столицу Норвегии оказалось задержано, хотя она тайно покинула страну, чтобы присутствовать на церемонии. Организаторы ожидают, что лауреатка все же прибудет в Осло в ближайшее время. Ваше Величество, Ваше Королевские Высочества, уважаемый лауреат, все, кто еще верит в то, что нужно говорить правду вслух, среди этой тьмы мы находим венесуэльцев, которые отказались сдаваться, тех, кто поддерживает пламя демократии, кто никогда не уступает, несмотря на огромные личные издержки. Они постоянно напоминают нам о том, что поставлено на карту. Эта награда имеет для меня глубокий смысл.
Это напоминает миру о том, что демократия необходима для мира. И самое главное, что мы, венесуэльцы, можем предложить миру. Это урок, усвоенный на этом долгом и трудном пути. В условиях демократии мы должны быть готовы бороться за свободу. Свобода — это выбор, который необходимо обновлять каждый день, оценивая его по нашей готовности и мужеству защищать. В среду вечером в Осло прошло факельное шествие в честь лауреата Нобелевской премии мира из Венесуэлы Марии Корины Мачадо. Ее дочь Анна Карина Соса Мачадо приветствовала участников парада с балкона Нобелевского люкса. Праздничные мероприятия, приуроченные к вручению Нобелевской премии, завершатся банкетом в отеле. Бразильская парламентская полиция силой вытащила левого депутата Глаубера Брагу из кресла спикера парламента после того, как он устроил протест, чтобы заблокировать голосование по вопросу его отставки, которое должно было состояться в среду. Брага – член партии социализма и свободы, ПСОЛ, занял место председателя Палаты депутатов Угамоты и отказался покинуть зал, когда депутаты готовились проголосовать по предложению, которое может лишить его мандата. Дисциплинарное разбирательство связано с инцидентом 2024 года, когда Брага толкнул и пнул правого активиста, который вступил с ним в конфликт внутри здания парламента. Заседание было приостановлено, а его официальная трансляция прервана после того, как Брага начал протест, а журналистам было приказано покинуть зал. На видео, снятом другими депутатами, хорошо видно, как сотрудники службы безопасности вытаскивают Брагу из кресла. Тысячи болгар вновь вышли на протесты против правительства меньшинства, обвиняя его в неспособности бороться с коррупцией. Демонстрации проходят в Софии и десятках других городов на фоне подготовки к введению евро с 1 января и предстоящего голосования о недоверии правительству. Протесты продолжаются, несмотря на то, что на прошлой неделе премьер-министр Росен Железников был вынужден отозвать бюджетный план на 2026 год после массовых протестов против повышения налогов и взносов на социальное страхование. Болгария остается разделенной глубокими политическими и социальными разногласиями, хотя правящая партия заявляет о намерении оставаться у власти до вступления страны в еврозону. Мы продолжаем следить за событиями, которые касаются каждого. Подписывайтесь на «Один день».